Османские янычары заслужили репутацию храбрых и жестоких солдат, неудержимых в бою и безжалостных к пленным. Но это была не только армия, это был целый социальный слой, достаточно экзотический и по нашим меркам, и по меркам Османской империи, которую они защищали. Янычары набирались из славян, считались рабами султана и, по слухам, не брезговали вином, а в бой шли с котлами вместо знамен под оглушительную музыку. Давайте разберемся, что же это были за люди. В XIV веке молодая Османская империя была на подъеме. Осман I, основатель державы, расширил границы своего небольшого владения. Его потомки присоединяли разрозненные тюркские княжества и быстро захватывали рыхлые, раздробленные остатки гибнущей Византийской империи. Султан покорял бывшие византийские земли, а это значит, что в руки турок попало множество христиан. Греки, сербы, болгары, покоренных народов было много. Многие из них попадали в плен на войне. Сами же турки, как и любой кочевой народ, были по сравнению со своими новыми подданными немногочисленны. И тогда султанам пришло в голову остроумное решение. А почему бы не набирать особые войска из бывших христиан? Так появился корпус янычар. После каждого набега некоторых пленных отбирали для султанской службы. Кроме того, в покоренных странах набирали мальчиков-христиан, отбирая их у родителей. У янычар был особый статус. Они были рабами султана, его личной собственностью. К 15 веку система отбора сложилась окончательно. Раз в несколько лет по всем христианским регионам Османской империи объявлялся набор в янычары. В зависимости от ситуации требовалось от нескольких сотен до нескольких тысяч мальчиков. Брали только христиан, не брали единственных сыновей, а также жителей определенных территорий. Предпочтение отдавалось необразованным детям из крестьянских семей. Считалось, что таких будет проще переучить. Дети обычно расставались с семьей и служить султану не очень хотели, пытались бежать. Большинство ловили. Рекрутов переправляли на кораблях в материковую Турцию. С этого момента спастись было уже нереально. Само собой, здесь фигурировали взятки. Взрослые янычары стремились попасть в вербовочную команду. Можно было неплохо заработать, собирая деньги с тех, кто хотел откосить. Но бывали и обратные случаи. Некоторые крестьяне рассуждали так: избавимся от лишнего рта, а ребенок будет устроен, может, даже карьеру сделает. Так что иногда взятки давали наоборот, для того, чтобы пристроить именно своего ребенка в султанскую гвардию. Часто речь шла о мусульманских семьях. Так можно было обойти ограничения на вероисповедание. Шанс подняться действительно был. Самых перспективных детей отбирали в придворные школы, где готовили чиновников. Многие из них сделали ошеломительные придворные карьеры. Остальных сначала отдавали учиться азам турецкого языка, военного дела и началам веры. Само собой, все будущие янычары переходили в ислам. Затем начиналась боевая подготовка, которая длилась несколько лет. Кого-то брали в гвардию, которая охраняла султана и его дворец. Некоторые шли в артиллеристы и в оружейники. Но основная масса рекрутов попадала в обычные янычарские роты. Самые бестолковые шли гребцами на военные суда. Помимо обучения, молодые янычары занимались общественными работами. Они строили мечети, корабли, возделывали сады и параллельно тренировались. Султан таким образом получал небольшую регулярную армию, практически что-то вроде римского легиона. Преимущество это давало огромное. Ничего похожего в одичавшей Европе на тот момент не существовало. В средние века воевали рыцари и вчерашние крестьяне, затем наемники и городские ополчения. А постоянная армия в лице янычар довольно долго была только у Османской империи. Причем это были не просто профессиональные солдаты, а настоящие фанатики, в прямом смысле не знавшие ничего, кроме службы султану с самого детства. С момента завоевания Константинополя основные силы янычар располагались в казармах, построенных у городских ворот. Их построили там, где, как считалось, первые янычары ворвались в город. У янычар была экзотическая структура. В тюркской традиции вождь должен в первую очередь заботиться о пропитании племени. Офицерские должности у янычар отсылали к этой славной традиции. Командующий янычарским подразделением чорбаджи – это в буквальном смысле суповар. Его заместители – ашчи, повара. Каждая рота имела свой большой медный котел – казан, который использовался по прямому назначению. Но кроме готовки, янычарский котел еще использовался как знамя. Казан торжественно несли вперед на параде и в бою. Таким же традиционным было деление янычарского корпуса. Чтобы подчеркнуть, что янычары – это рабы султана, его собственность, их делили на сикбагн – царей, даянджи – сокольничьих
и бастанджи, садовников. Именно садовники были лейб-гвардией и охраняли самого султана. Звучит смешно, но противнику, который сходился в бою с этими боевыми поварами и садовниками, было не до смеха. По меркам своего времени подготовка янычар была великолепной. Янычар был в первую очередь пехотинцем и штурмовиком, при необходимости инженером и артиллеристом. Для османской армии, основой которой была легкая тюркская конница, хорошая пехота была очень важна. Ранние янычары использовали луки, но очень быстро их визитной карточкой стало огнестрельное вооружение. На полях сражений тогда господствовали мушкеты, и можно сказать, что янычар – это турецкий мушкетер. Кроме того, янычары, разумеется, использовали сабли и ятаганы. Их коронный прием – сделать по одному прицельному выстрелу, а затем броситься вперед и опрокинуть врага в рукопашную. Отдельную группу составляли янычары-морпехи. В подразделение морской пехоты попадали только самые опытные бойцы. Группа янычар входила в экипаж каждой галеры. Европейцев янычары ужасали, не в последнюю очередь своей музыкой. Считается, что янычары первыми изобрели и применили военные оркестры. Эти оркестры состояли в основном из труб и барабанов, и на поле боя производили чудовищный вой и грохот. На противника, который никогда не видел и не слышал ничего подобного, это производило потрясающее впечатление. По легенде, некоторые даже сходили с ума. За моральным состоянием янычар следили имамы, которые имелись в каждой роте. Погибшие в боях считались мучениками за веру. Нарушители дисциплины ждали разнообразные наказания, вплоть до смертной казни. Это был кнут. А пряник состоял в том, что храбрым и умным янычарский корпус давал отличные перспективы. Можно было сделать даже политическую карьеру. Янычары смотрели на окружающих свысока. Они были хорошими солдатами. Жизнь в казармах по своим обычаям сплачивала бойцов. Даже ислам у янычар был свой собственный. Многие из них принадлежали к суфийскому ордену Бекташи. Орден появился на территории современной Албании, и это такая синкретическая вера с заметными элементами христианства. Например, бекташи пьют вино. В балканском фольклоре они считались вольнодумцами, которые не соблюдают никаких правил. В общем, янычары для всех были чужими. Там, где они родились, на них смотрели как на отуречившихся отщепенцев. А обычных турок янычары презирали, считая дикой деревенщиной. Надо сказать, что примерно так же к анатолийским крестьянам относились при султанском дворе. Янычарский корпус был явлением не турецким, а османским. Это была искусственно созданная элита огромной многонациональной империи. Янычары не составляли большинства в армии, но участвовали во всех больших походах турецкого войска. Они первыми ворвались в Константинополь в 1453 году. Этот штурм положил конец тысячелетней истории Византии и стал одним из событий, увенчавших средние века. Великая осада Родоса, которая завершилась капитуляцией и изгнанием оттуда ордена госпитальеров. Победа при Мохаче, когда была разгромлена Венгрия и большая ее часть попала в руки османов. Знаменитая осада Вены. Янычары отметились везде. Янычары были сильны на поле боя. А вот в мирной жизни с ними часто случались проблемы. Довольно быстро система набора янычар начала размываться. После того, как в 1566 году янычарам разрешили жениться и заводить свое хозяйство, в ряды корпуса хлынули их дети. Постепенно они начали составлять большинство среди новобранцев. И корпус превратился практически в наследственную историю. А к концу XVI века служить в янычарах могли даже добровольцы-мусульмане. В отличие от мальчиков-христиан, детьми, взятых из семьи, у них были связи и материальные интересы в гражданской жизни. Нравы янычар постепенно менялись и становились все менее строгими. Многие заводили лавки, заводили другой бизнес и в мирное время, вместо того, чтобы тренироваться, приторговывали каким-то товаром. Корпус разъедала коррупция. Поступить на службу, получить освобождение от тяжелых работ или бессрочный отпуск, продвинуться по службе – все это стало возможно за взятку. Авторитет офицеров тоже падал. Понятно, что командира, который купил свою должность и теперь сам загребал деньги двумя руками, никто уважать не будет. Еще после смерти великого Мехмета, покорителя Византии, янычары сыграли ключевую роль в становлении нового султана. Но с течением времени Османская империя сбавляла обороты. Достаточно долго поражения воспринимались как случайность и временная неудача на пути к
к мировому господству. Но постепенно исключениями стали как раз победы. Средневековье сменилось новым временем. Европа развивалась. Европейские монархи постепенно завели себе обычные регулярные армии, тоже вооруженные огнестрельным оружием. Султаны в ответ пытались увеличивать численность янычар. Это не помогало. Дух и ценности корпуса размывались. Дисциплина падала, и в результате янычары теряли свои сильные стороны, не приобретая при этом ни одного из преимуществ европейской пехоты. Чем хуже шло дело на войне, тем наглее янычары становились во внутренних делах империи. Они регулярно требовали все новых и новых выплат и привилегий, пытались играть политическую роль и влиять на назначение крупных чиновников, а то и на самого султана. Это была уже не опора империи, а ее проблема, одна из множеств. К концу 17 века турецкие войска все чаще терпели поражение от европейских держав. Ну а в 18 веке стало ясно, что османская армия безнадежно устарела. Тактика и боевые навыки янычар, их музыка и котлы уже никого не впечатляли. Князь Потемкин после очередной победы писал, что проиграть туркам, имея армию западного образца, невозможно в принципе. Гренадеры Румянцева и Суворова разгоняли турецкие армии при любом соотношении сил. Сами турки при этом были и остаются хорошими солдатами, то есть явно требовались реформы. Но как раз реформам янычары противостояли как могли, не желая поступаться своими привилегиями и своей особой ролью в государстве. Перелом в судьбе корпуса произошел в начале 19 века. Султан Селим III пытался реформировать турецкую армию и привести ее в соответствие с современными образцами. Он вообще планировал фискальные, административные и другие реформы. Он начал комплектовать новое войско, обученное европейцами и использующее более современную тактику и организацию. Однако янычары прекрасно понимали, чем это грозит непосредственно им. Они подняли восстание, свергли Селима и посадили вместо него более лояльного им султана Мустафу IV. Селима убили. Мустафа был вскоре сам свергнут Махмудом II. Махмуд тоже был настроен на широкие реформы, а янычар буквально ненавидел. Он продолжил линию на создание современной армии. В июне 1826 года янычары вышли со своими ротными котлами на площадь Стамбула. Против них выступила новая регулярная армия. Свой последний бой янычары дали в собственной столице. На улицах лилась кровь, казармы янычар были сожжены артиллерийским огнем, победитель безжалостно казнил верхушку корпуса. Белая башня в Салониках, которая в наше время привлекает толпы туристов, тогда называлась Кровавой. Именно в ней обезглавили множество янычар. Конечно, всем голову рубить не стали. Те немногие, кто был достаточно компетентен для службы в новых войсках, получили возможность вернуться в армию. Другие отделались ссылками и тюремным заключением. Ну а корпус янычар прекратил свое существование. Начав как образцовая военная машина, янычары превратились в ярмо на шее государства, а закончили как предатели. Судьба янычар – это, в общем-то, судьба самой Османской империи в миниатюре. Безжалостные завоеватели, когда-то покорившие Второй Рим, а затем несколько столетий державшие в ужасе всю Европу, не смогли сохранить свою блестящую империю. Время не щадит никого.